Прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый день. В 2026 году агентству стратегических инициатив исполняется 15 лет. Для такого энергичного, устремленного будущего коллектива это важный этап, значимый рубеж в развитии. Я хотел бы начать сегодняшнее заседание наблюдательного совета со слов признательности команде ОСИ. Поблагодарить всех, кто стоял у истоков создания агентства и сейчас продолжает важную работу, помогает в реализации общественно значимых проектов. Для дальнейшего совершенствования системы поддержки гражданских инициатив подписан указ. Он определяет сферу деятельности и направления работы агентства. Я очень рассчитываю, что вы и дальше будете вносить значимый и заметный вклад в долгосрочное, устойчивое развитие регионов и муниципалитетов, а значит всей страны. Один из ключевых инструментов измерения наших общих усилий – это национальный рейтинг качества жизни. По традиции на наблюдательном совете мы подводим итоги. Просил бы сегодня особо остановиться на опыте регионов-лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. Лучшие практики нужно распространять, включать в региональные программы повышения рождаемости. Такие планы при участии агентства уже сформированы в 19 субъектах Федерации. Важнейшую роль в демографической повестке должны играть и работодатели, поскольку достойный, стабильный доход, социальный пакет, удобный график – это дополнительные стимулы для работающих родителей строить большую многодетную семью. В этой связи важно, что число маленьких детей до 6 лет у сотрудников компании или предприятия будет учитываться в стандарте общественного капитала бизнеса. Этот документ сформирован по инициативе агентства и утвержден правительством. Для решения демографических задач не менее значимые возможности для занятия физической культурой. Успешные системные практики корпоративного спорта есть и у агентства, у отечественного бизнеса в целом. О них, надеюсь, сегодня тоже будет сказано. Но в целом отечественный бизнес реализует немало социальных, экологических, технологических, других проектов. И просил бы Сбер, другие наши ведущие компании в буквальном смысле в ручном режиме доводить до регионов и муниципалитетов свои успешные наработки. Помогать с их внедрением в практическом плане. Так как это сделано, например, сделало агентство на своей платформе SmartTech. Да, вот сейчас Светлана мне об этом тоже что рассказала. Наши проекты с отечественным бизнесом продолжают великие традиции социальной ответственности российского предпринимательского класса. Только что вот на выставке, я сейчас упомянул об этом, познакомились с инициативой частного инвестора по развитию Суздаля, да, одного из старейших русских городов. Опыт интересный, важный, полезный. Нужно, чтобы его подхватывали другие команды и регионы нашей страны. Изначально предприниматель занимался чем? Производством мясной продукции, а сейчас вот, хотел бы вас с удовольствием подержал в руках ваши изделия, посмотрел, очень красиво. Как вам пришло в голову с мяса переключиться на этот вид деятельности? Я оставил и то, и другое, но мне показалось, что коли я там живу, то надо быть как-то полезным, чем-то запомниться. Это понятно, что мы все хотим быть полезными как-то, но почему именно вот гончарное производство? Как вы до этого Я когда добрались? мясопереработкой занимался, честно скажу, когда мясопереработкой занимался и закупал оборудование в Австрии, жил долго в Австрии, и напротив было Гмуден керамик, керамическое производство. Я когда из отеля выходил, полгода приходилось мимо них ходить. И в какой-то момент я зашел, проверил, увидел, что они это делают, думаю, дай попробую в Суздале взять. А у меня уже был дом в Суздале. Вот так и вышло. Ну, получилось. Спасибо. Нет, ну, что, вам спасибо. Реально получилось красивое изделие. Спасибо. Специально в руках подержал. Надеюсь, камеры подсняли и покажут посредством массовой информации. Проведем отдельное совещание, посвященное малым, в том числе историческим городам и населенным пунктам. Нужно помочь им определить и реализовывать свое предназначение уже на современном этапе. Вместе с бизнесом, с гражданскими активистами запустить программу позитивных изменений, обязательно сохранив уникальный облик и идентичность
объекты культурного наследия. Необходимо дать вторую жизнь старинным зданиям, создавать в них музеи, просветительские и образовательные центры, галереи, гостиницы. У агентства есть опыт поддержки подобных проектов с участием и предпринимателей, и Дома РФ. И прошу Дом РФ помочь таким инициативам реализоваться, что называется, во всероссийском масштабе. Вовлечь в эту работу бизнес, институты развития, общественные и деловые организации. И, конечно, органы власти всех уровней. Прежде всего, разумеется, в регионах. В этой связи предложил бы несколько вещей. Первое. Прошу агентство уже в текущем году при составлении национального рейтинга инвестиционного климата оценить, насколько работают эти начинания. Действительно, субъекты федерации помогают предпринимателям. В каком объеме, в каком качестве идет эта поддержка, восстановление объектов культурного наследия, имея в виду прежде всего снятие административных и иных барьеров на всех этапах реализации подобных инвестиционных проектов. Второе. Необходимо устранить разного рода бюрократические формальности. Мы постоянно об этом говорим, и многое уже в этом плане сделано, особенно в наших ведущих регионах лидеров. Но, как ни странно, эти барьеры постоянно восстанавливаются и нарастают. Это так же, как сокращение избыточного административного аппарата. Мы проходили это многократно. Вот. Вроде бы пора сокращать, сократили, проходит немного времени. Опа, здрасте, опять все сначала. Кстати, на это надо посмотреть и сегодня. Надо, что касается административных барьеров, то и на федеральном уровне об этом речь всегда идет, и на региональном. Речь в том, чтобы не в ущерб, конечно, объектам культурного наследия существенно сократить сроки строительных работ по их восстановлению. Прошу здесь действовать в диалоге с предпринимательским сообществом, в том числе в рамках отдельного направления национальной модели целевых условий ведения бизнеса, утвержденного в конце прошлого года. Нужно, не откладывая, приступить к ее реализации. И хотел бы обратить внимание на то, что первые результаты мы рассмотрим уже накануне Петербургского экономического форума. Третье. В декабре правительство приняло программу сохранения объектов культурного наследия народов России. В рамках этого стратегического документа предлагаю утвердить детальный в разрезе каждого региона план восстановления старинных домов, усадеб, промышленных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Что крайне важно, этот план должен содержать конкретные, последовательные шаги по вовлечению таких исторических объектов в экономическую, культурную жизнь, в общее пространственное развитие городов и населенных пунктов. Для выполнения плана Министерство культуры должно заключить соглашение со всеми субъектами Федерации. Сопровождать эту работу прошу межведомственную рабочую группу при администрации президента. Достигнутые результаты обсудим в конце года на заседании Государственного совета, темой которого станет сохранение историко-культурного наследия. Добавлю также, что огромную роль в преображении среды для жизни, в создании возможностей для людей играют креативные и творческие индустрии. Для их опережающего развития правительство совместно с администрацией президента должно наладить работу по продвижению таких проектов и инициатив. Общая задача – как можно быстрее завершить работу над стратегией развития креативной экономики. И уже к сентябрю текущего года подготовить и включить план действий по ее реализации в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». При этом весомым инструментом поддержки творческих других индустрий должен и дальше оставаться конкурс растущих российских брендов. Вот Светлана тоже сейчас об этом говорила. Действительно, развивается все достаточно энергично, продолжает развиваться энергично. Как он называется у вас? «Знай наших», да? Вот. В этом году проведем его уже в 4-й раз на площадке вашего форума «Сильные идеи для нового времени». Одновременно предлагаю запустить, причем уже в этом году, отдельный конкурс для технологических брендов, которые определяют будущее страны. Его принципиальная задача –
помочь небольшим российским технологическим компаниям создать себе имя, раскрутить, что называется, свои продукты и сервисы, обеспечить их узнаваемость и широкое признание не только в нашей стране, но и на международном уровне. И что крайне важно, следует сформировать полноценную систему поддержки перспективных проектов, объединяющую новаторов и инвесторов. Наряду с продвижением наших талантов будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности российские, нашу культуру, обычаи. А уже с апреля текущего года специалисты, которые представляют особый интерес для нашей страны, смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию. Ее учредителем, оператором тоже станет Агентство стратегических инициатив. Речь о людях, которые обладают особо востребованными профессиями и знаниями, способны внести значимый вклад в развитие отечественной экономики, имеют достижения в сфере спорта, творческих индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе и, конечно, в области научно-технологического развития. В свою очередь, Министерство внутренних дел будет решать все вопросы правового статуса таких граждан. Соответствующий указ в декабре прошлого года подписан. По вопросам его реализации также проведем отдельное совещание. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, хотел бы поздравить Светлану Витальевну Чупшеву с переназначением на должность генерального директора Агентства стратегических инициатив. Мы все желаем вам дальнейших успехов. Давайте начнем, пожалуйста, Свет. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета, по традиции я хотела бы сегодня представить результаты рейтинга качества жизни, который мы формируем ежегодно с 2021 года. В прошлом году обновили методологию рейтинга, теперь метрики синхронизированные с национальными целями и показателями эффективности глав регионов. Всю эту работу провели на площадке комиссии Государственного совета по государственному и муниципальному управлению, который возглавляет Сергей Семенович. Рассматривали, обсуждали каждое предложение, а их от регионов поступило больше 600. Всего в рейтинге 12 направлений – это образование, здоровье, работа, жилье, транспорт, досуг, безопасность, экология – все, что важно для наших людей, для наших граждан. В общей сложности 149 показателей – это и статистические показатели, геоаналитика, и, что очень важно, это опросы самих людей. В рамках исследования было опрошено почти 345 тысяч человек. Отдельно мы опрашивали молодежь, многодетные семьи, людей с инвалидностью, чтобы оценить достаточность и эффективность мер поддержки для них. Остановлюсь на некоторых выводах. Во-первых, свои позиции по сравнению с предыдущим периодом рейтинга улучшили 41 регион. Прирост среднероссийского интегрального индекса рейтинга составил 6,5%. Это значит, что регионы не стоят на месте и прилагают усилия к постоянным улучшениям в разных сферах рейтинга и демонстрируют положительную динамику как по опросным, так и статистическим показателям. Во-вторых, по большинству опросных показателей в среднем по стране мы наблюдаем рост или сохранение уровней значений прошлого года. Так выросла удовлетворенность получением социальных услуг, медицинской помощи. Сократилось время ожидания записи к врачу на плановую госпитализацию и диагностику. Оценка применения среднего профессионального образования на рынке труда выросла на 11% по сравнению с предыдущим периодом. В-третьих, что касается вопросов поддержки семьи и рождаемости, на 40% выросла оценка возможности обеспечить своего ребенка. 85% многодетных семей получили меры поддержки среди именно обращавшихся. 26% женщин в ситуации репродуктивного выбора отказались от прерывания беременности после консультации и поддержки специалистов. По поддержке многодетных семей у нас в лидерах рейтинга Нижегородская область, Москва, Чеченская республика, Сахалинская и Вологодская области. Прежде чем озвучить лидеров рейтинга качества жизни, хочу остановиться на интересных фактах. Самые крепкие семьи в Санкт-Петербурге. Там разводов по отношению к бракам меньше всего. Также среди лидеров по этому показателю Крым и Севастополь. Больше всего довольны питанием в школах в Нижегородской области. 4,3 балла из 5 возможных. В топ-5 регионов также Республика Северная Осетия, Алания и Сахалинская область. Качество медицинской помощи выше всех оценили жители
Тульской, Липецкой областей, Алтайского края, Москвы и Белгородской области. Везде оценки выше 4 баллов по 5-бальной шкале. И это важно, что это опросы именно жителей этих регионов. Самая скорая помощь в Мурманской области, в Ингушетии, на Чукотке. Что касается региональных мер поддержки социальной, то больше всего довольны жители в Нижегородской области. Также среди первых Липецкая область, Алтайский край, Москва, Кемеровская область. Самая высокая оценка возможностей для трудоустройства по опросам граждан в Нижегородской области, Москве, Магаданской области, Санкт-Петербурге. Оценки ведения бизнеса самая высокая в стране – это Татарстан, Сахалинская область и Москва. И мы это видим также в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Что еще важно, Владимир Владимирович, мы смотрим также международные оценки, международные рейтинги, как Россия сегодня выглядит в рейтингах качества жизни глобальных. И самое важное, что международные метрики мы также включили в наш рейтинг качества жизни, чтобы за счет обмена лучшими практиками мы также улучшали свои позиции в мировых рейтингах и в мировых оценках. По ряду показателей Россия находится на уровне мировых лидеров, а по некоторым их превосходит. Например, среднее значение по продолжительности обучения на протяжении всей жизни в 1,5 раза превышает среднемировое. А Москва, Московская область, Нижегородская область и Удмуртская республика обгоняют по этому показателю Германию, Швейцарию и Соединенные Штаты Америки. Среднее значение России по уровню материнской смертности в 7,4 раза ниже среднемирового. При этом 5 регионов России – это Чеченская республика, Краснодарский край, Чувашская республика, Нижегородская область и Курская область – находятся на уровне стран из топ международного рейтинга. А теперь я хотела бы показать 20 лидеров рейтинга качества жизни. Они выведены на экраны, и также у всех членов наблюдательного совета есть большая презентация, где мы можем посмотреть на топ-20. В этом году у нас в 5 лидеров рейтинга качества жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, Сахалинская область. Впервые в 20 лидеров в этом году попали Липецкая область и Республика Крым. Лидеры рейтинга по динамике роста – это Приморский край, плюс 19 позиций в рейтинге по сравнению с предыдущим периодом. Омская область, плюс 16 мест. Астраханская область, плюс 15 мест. Владимир Владимирович, вы уже тоже отметили, что высокая конкуренция среди регионов, и каждый регион старается улучшить свои результаты. И это правильно, ведь речь идет прежде всего о повышении качества жизни наших людей. Но вот я хотела бы обратить внимание на хвост рейтинга, потому что мы видим, что несколько лет там ничего не меняется, и там особой конкуренции пока не происходит, потому что публикуем только лидеров и говорим только в положительном контексте. Что предлагаем? Вы уже упомянули сегодня национальную модель целевых условий ведения бизнеса, и здесь по вашему поручению, по поручению председателя правительства, задача у всех регионов достичь показателей регионов-лидеров из топ-10 рейтинга инвестиционной привлекательности. И уже сегодня все субъекты Российской Федерации разработали свои региональные дорожные карты и начали по ним работать. Эту работу ведем вместе с Максимом Геннадьевичем Решетниковым, просто в таком еженедельном формате, собираемся с губернаторами, обсуждаем, какие мероприятия, какие решения необходимы на региональном, на федеральном уровне, чтобы обеспечить тот самый лучший инвестиционный климат для наших предпринимателей. Хотели бы попросить по такому же образу вести работу в вопросах качества жизни вместе с регионами. Если поддержите, чтобы также наши регионы ориентировались на значение регионов-лидеров и за счет обмена лучшими практиками, за счет тоже обучения региональных команд добивались таких результатов. Причем это не зависит от бюджетной обеспеченности, от богатства региона, Владимир Владимирович. Мы видим, что маленькие регионы с абсолютно небольшими экономиками справляются с этой задачей. У нас и Смоленская область, и Тульская область, и Новгородская область показывали динамику, сегодня находятся в топ-20 лидеров рейтинга качества жизни.
Если можно, тоже, Владимир Владимирович, мы такую работу провели вместе с комиссиями Госсовета, тоже при поддержке и Алексея Геннадьевича, и Сергея Семеновича, и вот наших губернаторов, кто входит в лидеры этой Сахалинской области, и, безусловно, Республика Татарстан, Рустам Нургалевич. Коллеги всегда открыты, всегда ждут всех и готовы поделиться опытом, готовы поделиться решениями. Поэтому мы, такую, если поддержите, такую работу готовы организовать. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, позвольте мне буквально несколько слов сказать о том, как рейтинг, о котором только что доложила Светлана Витальевна, добавляется через общую открытую платформу, которая называется «Развивай.рф» или «Индекс качества жизни в городах». Это открытый ресурс, Владимир Владимирович, который работает на протяжении 4 лет. И сейчас дает данные или собирает данные и обрабатывает в отношении 270 городов Российской Федерации. Однако список базовых населенных пунктов в России – это 2160 городов. И для того, чтобы эта работа касалась всех базовых населенных пунктов, нам сейчас предстоит договориться с органами государственной власти для того, чтобы получать определенные данные в автоматическом режиме. И мы тогда сможем эту работу развернуть, по крайней мере, в ближайшие 2 года на 500 городов. Это самые крупные города, где большая часть населения проживает в Российской Федерации. И затем предоставить по всем базовым населенным пунктам. Кстати, то, что вы сегодня видели на выставке, и то, что вам понравился опыт Суздаля, в том числе Суздаль – один из лидеров этого рейтинга качества жизни в городах. И мы этот рейтинг используем в том числе как маршрут для новых бизнесов в муниципальных образованиях, для того, чтобы качество по тем или иным направлениям было обеспечено не только за счет предоставляемых услуг со стороны публичной власти, но и частного бизнеса. Рейтинг этот не конкурирует с тем рейтингом, о котором Светлана только что доложила. Его дополняет и детализирует. И мы точно так же работаем с руководителями субъектов Российской Федерации, но уже по городам, имея в виду, что компетенция всех институтов развития, один из основных наших блоков – это развитие городской экономики. И эти базовые данные собираются и через органы статистики, через данные, которые нам дают муниципальные и региональные органы. И, конечно же, мы опрашиваем население, и в большой части нам предоставляют данные руководители субъектов малого предпринимательства. Потому что качество жизни в городах в том числе зависит не только от средних компаний, но и в большей части услуги – это, конечно же, работа малых компаний. В настоящий момент мы не предоставляем рейтинг по лидерам, поскольку сами города и сами руководители субъектов могут определить свое место в этом рейтинге, имея в виду усредненные данные. Однако по наиболее продвинувшимся и лучшим практикам позвольте мне также предоставить информацию. По вот такому важному фактору, как работа и свое дело, в настоящий момент лидерами являются Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Дубна, Москва, Мытищи Московской области, Нижний Новгород, Тверь, Новосибирск, Владивосток, Тюмень, Казань. И вы сказали по поводу особой ответственности Агентства стратегических инициатив в отношении объектов культурного наследия. По объектам культурного наследия мы эту программу запустили вместе с корпорацией МСП, развитие малого и среднего предпринимательства. Запущен специальный пилот в 2 субъектах и в 2 городах. Это Нижний Новгород и Псков. И субъекты малого предпринимательства могут получить льготное кредитование для того, чтобы восстанавливать такие объекты. Выдается специальное поручительство. Вот мы в рамках Совета директоров корпорации МСП, и сейчас это направление возглавит в наблюдательном совете, возглавляет тоже в наблюдательном совете ВЭБа Александр Валентинович, мы вот эту работу сейчас будем развивать и подстраивать, имея в виду, конечно же, лишние риски не брать, поскольку часто кредит не может быть возвращен, и наша ответственность сделать так, чтобы все-таки, если это кредитный ресурс, то есть основа развития бизнеса под такими объектами. Если нет, то, скорее всего, это грантовая основа. Будем работать вместе с субъектами Российской Федерации и с Министерством культуры России.
Также вы сказали про стандарт общественного капитала, Владимир Владимирович. Это одна из работ, которая успешно завершена сейчас путем принятием решения правительства, разработана на агентством стратегических инициатив. И это достаточно сложный механизм, который будет теперь и в рейтинге качества жизни субъектов, и в рейтинге качества жизни городов иметь существенное значение, насколько работодатель и акционеры частного капитала или представители частного капитала вкладывают в развитие муниципальных образований и меняют своими программами не только жизнь для работников предприятия, но и в целом в муниципальном образовании. Это совершенно новый подход, это то, о чем мы часто говорим, новый запрос и со стороны общества, и формирование новой предпринимательской повестки в стране. Поскольку предприниматели сегодня, как мы часто говорим, это не только те, кто за свой страх и риск оперируют капиталом с целью извлечения прибыли. Это и люди, которые зарабатывают прибыль для того, чтобы изменить жизнь вокруг своих предприятий, для своих работников, в том числе для того, чтобы создавались многодетные семьи, и в том числе для того, чтобы качество жизни в этих муниципалитетах значительно менялось. Вот этот вот стандарт, общественный стандарт, надо научиться делать так, чтобы это не появился дополнительный какой-то бюрократический механизм, а для того, чтобы этого не было, будут вовлечены и аудиторские компании, которые проводят ежегодно соответствующий аудит компаний, они будут смотреть на показатели, будут их верифицировать, и затем аудиторские компании в том числе будут приглашаться для присвоения финального рейтинга на площадку ОСИ, для того, чтобы это была совершенно прозрачная и такая многосторонняя работа. Будет всем понятно, кто является лидером среди работодателей в этой работе. Значит, вот из компаний, которые, как мне коллеги подсказали, в настоящий момент можно было бы отметить. Это компания «Аэрофлот» с государственным участием, или компания «Магнит», частная компания. Это компании, которые могут являться лидерами по как раз вкладу в развитие общественного капитала в Российской Федерации. В целом, эта работа, Владимир Владимирович, крайне важна, поскольку она, с одной стороны, действительно способствует развитию или выполнению целей национального развития, с другой стороны, дает определенные маршруты и понимание, что в городе в первую очередь надо развивать. Какие бизнесы хорошо развиваются, где есть и существует реально конкурентная среда, а где этой конкурентной среды нет, где может быть завышена определенная стоимость на некоторые услуги, где как раз через развитие механизмов конкуренции такие услуги нужно развивать через корпорацию МСП, наши крупнейшие банки, такие как Сбер, и использовать другие инструменты. Позвольте, я на этом, наверное, завершу. Мы готовим серьезную презентацию по некоторым проектам в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», как обычно мы это делаем, и мы дальше продолжим тогда вот это знакомство с сильными нашими инициаторами. И спасибо вам большое за то, что поддержали те инициативы, которые в предыдущих форумах звучали. И в том числе по поводу людей, которые разделяют наши традиционные ценности и хотят становиться гражданами Российской Федерации и развивать вместе с нами страну, то они получили реальный механизм для того, чтобы адаптироваться в нашу среду и стать полноценными участниками нашего общества. Спасибо. Я посмотрел, здесь много достаточно рейтингов, начиная с качества жизни, и потом дальше соцзащиты, безопасность, укрепление здоровья, экология, значит, благополучие, спорт, культура и так далее. Ой, пардон. А уровень рождаемости не пробовали сравнивать по регионам? Да, тоже собираем в части блока народосбережения. У нас тоже это в рейтинге качества жизни. Это вот как раз 12 направлений, Владимир Владимирович. Народосбережение я видел, а вот отдельно значит, уровень рождаемости. Смотрим и коэффициент рождаемости. У нас, извините, Света, у нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. У нас арктические регионы дают рекордные показатели. Арктические. Надо посмотреть. И я посмотрел сейчас, но они не всегда в числе первых по другим направлениям. Хотя там ясно наверху этих рейтингов. Но тем не менее надо посмотреть внимательно, что там происходит, как они набиваются. Там 2,2 там есть по проценту. Это то, к чему вся страна должна стремиться в ближайшие 10 лет, а они уже там. За счет чего?
Если позволите, Владимир Владимирович, тоже что увидели в рамках исследования, что коэффициент рождаемости выше в тех семьях, где с молодыми родителями и с их детьми живут бабушки и дедушки. И если это одна бабушка или дедушка, СКР выше, чем если бы они жили одни. А где двое родителей, там еще больше коэффициент рождаемости. Это понятно, потому что это тоже и поддержка, и помощь, и воспитание внуков своих. И здесь вопрос, конечно, стоит в том числе о возможностях жилищных условий, адаптированных вот для большой семьи. Это индивидуальное жилищное строительство и квартиры, которые позволяют жить с родителями и с детьми вместе. Я посмотрел такой рейтинг. Есть такой рейтинг, как привлекательность для молодых людей. Вот там, кстати говоря, и рождаемость высокая в этих регионах. Надо посмотреть повнимательнее. Так, коллеги, кто хотел бы что-то добавить? Высказаться? Пожалуйста, пожалуйста. Да, спасибо вам большое за это молчание. Я знаю, с вами уже поработали. Ни у кого нет времени лишнего. У меня тоже. Тем не менее, пожалуйста, прошу вас. Хорошо. Ну, ладно. Хорошо. Я хочу поблагодарить, Светлана Витальевна, вас, всех ваших коллег, которые в течение уже не одного года активно работают в рамках ОСИ. И действительно, можно сказать, что это агентство состоялось как один из таких значимых, существенных и весьма эффективных инструментов в экономике, в социальной сфере, в сфере культуры, ну и во многих других областях. Вам удается находить то самое главное, то самое важное, что является приоритетом для того, чтобы страна наша двигалась, развивалась, причем развивалась и двигалась хорошим темпом, для того, чтобы создавались условия для тех, кто внедряет наилучшие практики, и состав вашей команды соответствует тем задачам, которые стоят перед агентством. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, в том числе и в связи с переизбранием. И хочу поблагодарить всех собравшихся. И надеюсь, хочу выразить надежду на то, что вы не воспринимаете свои контакты с ОСИ, с агентством стратегических инициатив, как обузу. Я исхожу из того, что это и для вас тоже должно быть интересно, потому что все-таки это дает возможность отвлечься от текущих задач. Ведь смысл и цель создания ОСИ 16 лет назад как раз в этом и заключался. В том, чтобы отвлечься от текущих проблем, от текучки так называемой, потому что ее всегда много. Эта текучка, как будто ты стоишь под водопадом, все время течет и течет сверху. Эти проблемы, значит, набрасываются на нас и набрасываются бесконечно. А ОСИ это как раз и создавалась эта структура для того, чтобы свежим взглядом посмотреть на возможности решения тех проблем, перед которыми стоит страна, отрасль, конкретные предприятия. А сейчас работа ОСИ в высшей степени востребована, потому что очень много вызовов прибавилось. Но это, как в таких случаях говорят, в России точно, вот это именно и делает нас сильнее. И у нас получается, и в агентстве получается. Поэтому я вот обращаюсь ко всем собравшимся, к наблюдательному совету. Вас, конечно, хочу поблагодарить за ваше внимание к работе ОСИ. Ну, собственно говоря, эффективность работы ОСИ, она и складывается из эффективности вашей работы. Поэтому все идеи, которые, может быть, знаете, на традиционном бюрократическом уровне трудно внедрять, ОСИ может быть иногда и полегче, потому что у ОСИ, у агентства, у него есть такие помощники неравнодушные, как вы. Вам большое спасибо. Удачи. Спасибо большое.